прямом эфире, как я и говорила. Я хотела вначале отключить абсолютно чат, но потом поняла, что мне нужно будет спросить у вас, насколько, насколько хорошо меня слышно и звук, все ли в порядке. Поэтому чат все-таки я оставлю. Итак, я надеюсь, что меня слышно и что интернет в порядке, потому что сейчас пока иного выхода нет, как только снимать в прямом эфире. Здесь слабый интернет, а установить, я уже говорила, эту антенну нужно заказать. Сами понимаете, некуда выйти. Точнее, выходить невозможно. Да и если выйдешь, все закрыто. Меня все слышат, видят и четко все. Надеюсь. Если да, то дайте знать, и я продолжу. Все замечательно. Итак, дорогие друзья, я долго думала, дать ли вам этот ритуал, и все-таки пришла к выводу, что хочу вам этот ритуал подарить. Хотя уже 2 года я как бы намерена была подарить и думала над этим. Каждому из вас очень интересно, кто такая ведьма, насколько она сильна, какие силы с ней связаны. Если бы вы хотя бы один день побывали в шкуре ведьмы, вы бы сошли с ума. И не только от сложной ее судьбы, а еще потому, что ее окружают могущественные силы, которые через нее помогают миру или наказывают. То есть ведьма приходит для равновесия. Кого-то наказать, кому-то помочь, но в любом случае для справедливости. Это инструмент сил, проводник сил. Через нее силы отдают человечеству то, что хотят отдать. Через нее они выходят на связь с человечеством и так далее. Если это настоящая ведьма, конечно. Насколько она настоящая, насколько она полезная, это все показывает время и поступки человека. Ведьма, которая обычным людям дала возможность жить хорошо, а практикам дала возможность эффективно работать и с помощью сильных ритуалов вести свою практику более, скажем так, плодотворно, да? И прочее, прочее. Одним словом, история рассудит. История, люди и прочее. Дорогие друзья, я хочу вам сказать, что этот ритуал вам на многое откроет глаза. Например, сейчас, одну секунду. Во-первых, вы можете прикоснуться, увидеть тайну ведьмы, ну, 10%, естественно. Просто увидеть, какие силы сопровождают ведьму. Какие силы находятся рядом с ней. Избранница и посланница каких сил она является. И вы, когда это увидите, у вас волосы встанут дыбом. Если они, конечно, захотят вам показаться и открыться. Кроме того, призвав ведьму в свой сон, вы можете задать ей вопросы и получить ответы на свои вопросы. То есть, если у вас не получается связываться со мной, не поняла, это что это такое написано, что за «уходи». То вы можете попросить меня увидеть меня во сне. Я хочу вам сказать, что, естественно, не я буду приходить в сон каждого из вас. Я часто снюсь людям, очень часто, и мне пишут. Во-первых, хочу вам сказать, что ведьма снится к переменам в жизни. И если вам приснилась ведьма, любая ведьма настоящая, это к переменам. И я тем более. К хорошим переменам, кстати говоря. Следующий момент.
Вы можете просто увидеть и понять, знаете, десятую долю ее работ и понять, какие мощные силы сопровождают этого человека. И второй вариант, второй момент, что может дать вам этот вызов, это помощь. Она может прийти и ответить на ваши вопросы. Или посоветовать вам. Еще раз говорю, не я буду приходить во снах каждому из вас. Я не могу разорваться. Когда человек спит, у него душа выходит и гуляет по астральным мирам. Но эта душа не может навестить каждого второго. Но придет стражник в виде меня. Хочу вам сказать, что я не буду называть ее имя, она увидела недавно во сне меня, то есть мой дом, пыталась зайти в мой дом, и тогда две женщины взяли ее под руку, посадили, начали спрашивать, зачем ты хочешь к ней, что тебе от нее надо, с какими мыслями ты к ней пришла. И указав на двор, показали, как там некоторые женщины подметают двор, и сказали, вот видишь, многие просились к ней, а мы не всех пускаем, но тебя пустили, можешь заходить. И она говорит, такое было ощущение, что мне допрос устроили. Зачем, что тебе нужно от нее, насколько честна я к вам, с какими намерениями пришла и так далее. На самом деле так и есть. Они невидимы, вы их не видите, не слышите, друзья мои, но вот все, что происходит в моей жизни, я предельно честный человек, я вам показываю. И вы просто можете увидеть, да, насколько эти силы не просто защищают меня, они меня возвеличивают, помогают, и все, что я в жизни добиваюсь, именно благодаря этим силам. Хотя я их не вижу, но я их чувствую, я знаю, что они есть. Иногда вижу, но это с периодичностью. И самое интересное, что я хочу вам сказать, может, кому-то покажется, что в ведьмином доме там все кричат, все какие-то там шорохи, звуки, двери открываются, закрываются, что-то падает, разбивается. И вот весь день она ходит вся такая напряженная, все какие-то звуки, шорохи, какие-то там невероятные страшные вещи и прочее. Там скрежет, еще что-то. Нет, дорогие друзья, я хочу вам сказать, что в ведьмином доме тишина и покой. И эти духи не мешают ей отдохнуть никогда. Я еще не вижу, то есть не помню, чтобы у меня когда-нибудь вот так ночью грохотало, били специально. Редко, если я с кого-то что-то снимала, и эта сила не хотела уходить, такие моменты бывали. Но чтобы они мне специально мешали, на нервы действовали, знаете, чтобы они мне устраивали гонки, чтобы они выкачивали у меня вот такую энергию отрицательную. То есть на нервы действовали и выводили? Нет. Они могут шуметь, они могут создавать этот шум и прочее, прочее в обычных домах, обычных людей доводить. Но мне они никогда вреда не принесут. И тем более, мне кажется, что мне не нужно вам говорить, сколько сил и какие могущественные, какие страшные, какие древние силы находятся рядом с ведьмой. Если в обычном доме обычный какой-то призрак или чего-нибудь еще, здесь такие силы, начиная от мертвой силы и заканчивая демоническими силами, вы представляете, да, какая это мощь? И если бы они пришли в движение, если бы они начали давать о себе знать, то здесь целыми днями просто был бы грохот, крики, там шорохи, звуки, разговоры. И э, даже если человек к этому привык, и даже если знает это все, просто некоторым кажется, что ведьмы – это люди, которые весь день с духами разговаривают, чуть ли не с сатаной чай пьют каждое утро. Понимаете? Нет, дорогие друзья. Ведьмы, они не беспокоят по пустякам, они не будут ее доводить, они знают, что ей нужно отдохнуть, они знают, что она много работает, они знают, что она их посланница, что она выполняет и волю, да, тех, кто отправил ее в этот мир. Секунду. Нормально, газ. И поэтому они никогда в жизни
не будут ее доводить или что-либо делать. Это для них не обычный человек, который можно довести, там, запугать или что-нибудь загнать. Но даже для моей психики, человека, видевшего много чего, тоже, знаете, очень большое напряжение, усталость, если я постоянно буду их видеть, слышать, постоянно они будут грохотать и шуметь. Так что о чем я хочу вам сказать, что э, она просто избрана этими силами, она их дитя. И поэтому они ее берегут, понимаете? И приходят во сне стражники в виде меня, естественно. Многие меня видели по-разному. И некоторые говорили, что я сказала какие-то вещи, и все сбылось. Я помню, когда мои близкие люди еле спаслись от пожара, знакомые люди, и я во сне пришла и показываю, значит, на дом, который горит. И я говорю: просыпайся, просыпайся. И она говорит: вы показываете на наш дом. У нас дом, говорит, горит, просто там пылает. И я показываю пальцем на дом и говорю: просыпайся. И она тут проснулась от страха и увидела, что искрится проводка. Вот она успела выключить, и тут дым пошел, в общем, крикнула, муж проснулся и так далее. Но факт в том, что они остались живы. Они могли угореть дома, а потом сгореть, естественно, вместе с домом, понимаете? Так что я ли прихожу? Конечно, нет. Естественно, что я не прихожу к каждому человеку. У меня на это нет ни времени, у меня на это нет ни сил, и, если честно, ни желания. Я и так немало помогаю людям, еще и во снах ходить. Но приходят в моем лице стражники, которые могут посоветовать и помочь человеку. Не удивляйтесь. Я точно так же вызывала в свой сон своих наставников. И теперь хочу этот ритуал, немножко сделанный под вас, чтобы оно вам не навредило, а наоборот, подарить вам для того, чтобы вы, во-первых, если вы хотите услышать, увидеть, понять силу ведьмы, если вы хотите понять, кто я, что я из себя представляю, насколько, какие силы меня окружают, вот ради интереса, кто этот человек, который выступает, который говорит, который объясняет, который там предсказывает и все сбывается, посмотреть, что это за человек, какие силы ее окружают, ради своего интереса. Можете это провести, но не часто. И второе, если вы не можете найти, вот видите, найти ответ на вопрос, стражник той самой ведьмы может в ее виде, в ее лице, да, с ее образом прийти и ответить на ваш вопрос. И следующий момент. И потом напишите под роликом, можете даже снять, если хотите, если будет интересный ролик, загрузим. Вот что вам приснилось и что вы увидели на самом деле? Что вам сказали эти силы? Кого вы видели рядом со мной? Мне как-то писали, что со мной рядом видели двух викингов. В общем, я шла, и вот два викинга меня сопровождали. Им показалось, что это викинги. Через некоторое время мне первые подарили Локи, бога Локи. Вы знаете, что у него там шлем викинга, да? А потом подарили Одина. Вот этот сон я запомнила. Много чего, дорогие друзья. Мне, например, вот этот дом-то настолько знаком, и окрестность дома, и лес, как будто я до рождения, когда еще была сущностью, я здесь была. Когда мы, еще до того, как родились, мы были сущности, естественно, и бродили везде и прочее, и отсюда и понятие дежавю, то, что там якобы это повторяется, уже было когда-то. И когда мы рождаемся, подсознательно наша сущность, то есть наша душа, она начинает тянуть нас в те места, в которых она была еще до того, как родилась в нашем теле. И через некоторое время вот мы оказываемся рядом с теми людьми, которые нам были знакомы еще до нашего рождения. Это не прошлые жизни, это когда мы были еще душой. Прошлых жизней это не существует. И мы говорим: вот, как будто я знаю этого человека всю жизнь, да. Почему вот на улице ходят тысячи людей, а мы подойдем к кому-то, не ко всем, что-то спросить?
Вот скажите, пожалуйста, там как туда пройти? Хотя есть много людей, которые можно подойти и спрашивать, но мы ищем взглядом того, кто нам ближе по духу, чем-то ближе, вызывает симпатию и доверие. Так вот, дорогие друзья, вы можете этот ритуал провести, если хотите. Я ничего не поняла, извиняюсь. Пишите на русском языке. Я знаю несколько языков, но этот язык мне не знаком. Либо хотите понять, кто я, что я из себя представляю, насколько действительно я так, как я говорю, да, например, если во сне придет. Напишите внизу потом этот сон. Нам всем будет интересно реально прочитать, что вам показали мои стражники. И второе, если вы хотите узнать ответ на вопрос, очень волнующий, или совет, или помощь этих стражников, что вам нужно делать, дорогие друзья? Я здесь не показываю. Вам нужно взять бокал вина, купить абсолютно новое зеркало, не торгуясь, любой день. Или из дома взять новое зеркало. То есть то зеркало вы уже надоели реально своими вот беременностями, уже достали. Нет, не нужно. Во время беременности постарайтесь меньше проводить подобный сильный ритуал. Это не для всех. Это для людей, которые давно на моем канале, по крайней мере, знают, что хотят и для чего это делать, чтобы это было оправдано. Итак, красное вино, зеркало. Зеркало без каких-то там рисунков, картинок и так далее. Маленькое зеркало, вот такое. Можете из пудреницы вытащить. Просто вытащить или вот оторвать одну часть. Она должна быть открыта, не закрыта. И фотографии той ведьмы, которую вы хотите вызвать. Распечатать ее фотографии, желательно, где ее глаза видны. Зажечь черную свечу. И ночью перед сном желательно это сделать до 4 утра. Дальше уже не очень эффективно, потому что время темных сил начинает подходить к концу под утро. И какие-то там звуки. Сейчас, секунду. Нормально. Читать нужно 6 раз. Вино оставить. Свечу пальцами потушить. Фотографию и зеркало положить под подушку и лечь спать. Вы запомните этот сон. И лечь спать. И из 80% людей, которые это посмотрят, да, то есть из 100% людей, которые посмотрят, 80 увидят этот сон. Либо спросят совета, либо просто увидят, чтобы понять, с какой силой они имеют дело. Люди, которые писали мне определенные вещи, гадости какие-то, и во сне, когда они увидели такие вещи, они были в шоке и просили прощения. Я хочу рассказать вам один случай, когда моя близкая подруга, которой сейчас нет, которую силой наказали за меня, она мне сказала, во сне приходила женщина, описала, по всем описаниям, это моя прабабушка, и вот так вот пальцем пригрозила ей и сказала, ты что делаешь? Ты почему от нее отходишь? Она же для тебя столько сделала. Вот. И сказала, я тебя предупреждаю, первый раз накажу, второй раз не пощажу. И после того, как она вот этот сон мне рассказала, извинилась, что обидела меня, через несколько дней так получилось, что на нее напали. Напали в подъезде на Украине. Человек практически держал ее до утра. Ну, в общем, насильник. Страшно, конечно, это пережить.
Вот. И у нее было жуткое состояние. Она мне сказала, я, говорит, сразу сон с твоей бабушкой вспомнила, как она мне пригрозила и сказала, зачем ты с ней так поступаешь? Она же для тебя столько сделала. Вот. И через некоторое время она умерла. Да. Видимо, еще раз решила предать, и на сей раз уже пощаду не получила. Я даже понятия не имела, я потом случайно узнала, что ее не стало. Так что, дорогие друзья, сны с ведьмами, они предупреждают, они не просто так приходят. И во сне вы можете увидеть и моих предков, во сне вы можете увидеть и меня в необычной обстановке. Но этот сон будет такой, это не просто сон. Сон – это когда душа человека поднимается туда, в эти все астральные зоны, и там встречается с другими душами. Оживление пространства. И вот в этот момент вы видите вот всех и ушедших, и души, которые вам не знакомы, вы видите человека, которого вы призывали и так далее. Лично я очень часто во сне бываю у своих предков, мы с ними сидим, разговариваем, что-то я спрашиваю, и я к этому отношусь спокойно. В отличие от обычных людей, у меня страха нет, что вот мертвые мне приснились и так далее. У меня совершенно иное представление об этом и совершенно иная жизнь, понимаете? То, что для вас смертельно, для меня обычное дело. Итак, начнем. Я сейчас не помню, в начале сказала эфира или нет, 6 раз читать. Итак, ставите вино, утром это вино можно вылить. Зеркало, фотографии той ведьмы, которую вы призываете. Ну, я вам не советую кого-либо другого призывать, потому что вы не знаете, понимаете, ведьма она или нет, и кто придет. Вы должны знать, кого призываете, и быть уверены, что это человек ведьма, и тогда провести. Это лично вызов меня во сне, или моего образа, или моих стражников. По крайней мере, этот сон вам покажет мою тайну, насколько я сильна, и что я знаю, что я могу, кто я есть, что я из себя представляю. Либо этот сон вам покажет, то есть даст вам ответы на вопросы, которые вас давно мучили. Итак, начнем. Тут есть и древние слова, ключи и прочее. Проводите это при необходимости. Каждый раз не надо. При очень острой необходимости либо один раз провести, просто понять для себя, кто я есть, либо задать вопрос и получить ответ. Теперь послушайте меня внимательно. Внизу потом ради интереса напишите, что вам приснилось, как вы увидели и так далее, и так далее. Просто будет интересно это понять, насколько это открывается. Фотография, черная свеча, бокал вина, который вы утром выльете, и зеркало. После того, как 6 раз прочитали, делайте это с 8 вечера можно до 4 утра, то есть перед сном. До этого времени надо делать, провести. Потом зеркало с фотографией положить под подушку и лечь спать. Начнем. Абу, Лах и Есса. Откройтесь вечности врата, потусторонняя тать. Поднимись, раскройся и расширься. Духи ночные, демоны древние, покажите мне ведьмину тайну, ее стражников и ее силу. Я зову ведьму по имени Инга, зову в свой сон. Заклинаю я силой ее рода, памятью ее предков, славой ее потомков, благодарю и благословляю ее покровителей и стражников, ее силу и наставников, и через них прошу ее прийти в мой сон всей своей мощью и показаться мне,
и раскрыть мне тайну. Здесь можете говорить свое желание, можете просто прочитать, уже я объяснила, для того, чтобы просто понять, что за человек, насколько этот человек силен и что из себя представляет. Вот вы говорите, но если вам нужно, например, попросить что-либо, то в этом месте желание свое четко. Там, пожалуйста, приди во сне и скажи мне, что мне делать в этой ситуации или как поступить. Или помоги мне даже. Помоги мне, и вы увидите этот ритуал, который будет проводиться с вами вместе, с вашим участием во сне. Такое тоже бывает. Дальше. Абулах Иеса, Абулах Иеса, Абулах Иеса, тьма, отправь посланника, покажи мне ведьму во сне. Сила древняя, приди, живой и мертвый, молись. Ведьма Инга, в моем сне явись. Мощь и сила ведьмы, покажись, открой свою тайну мне. Абулах Иеса, заклинаю. Откуп нужен. Дайте доберусь и скажу. Когда все приснилось, вы увидели то, что хотели, то, что вам хотелось узнать о ней, либо вы услышали совет насчет ваших каких-то проблем. Значит, после того, как это все произошло, вы носите кусок черного хлеба, 6 монет, оставляйте под деревом и говорите: откуп твоим силам, благословение, нет, благодарность предкам и благословение потомкам. Еще раз читаю. Абулах Иеса, откройтесь вечности врата, потусторонняя тать, поднимись, раскройся и расширься. Духи ночные, демоны древние, покажите мне ведьмину тайну, ее стражников и ее силу. Я зову ведьму по имени Инга, зову в свой сон. Заклинаю я силой ее рода, память ее предков, славой ее потомков, благодарю и благословляю ее покровителей стражников, ее силу и наставников, и через них прошу ее прийти в мой сон, всей своей мощью и показаться мне, и раскрыть мне тайну. Если есть просьба, тут говорите. Абулах Иеса, Абулах Иеса, Абулах Иеса, тьма, отправь посланника, покажи мне ведьму во сне. Сила древняя, приди, живой и мертвый молись. Ведьма Инга, в моем сне явись. Мощь и сила ведьмы покажись. Открой свою тайну мне. Абулах Иеса, заклято. Потом напишите нам под роликом. Просто интересно. Или для себя увидите, сделайте выводы и получите ответы на вопросы. А теперь всем спокойной ночи, точнее, доброго утра. Пойду я немного отдохну, действительно разбитая, вообще очень уставшая. А это берите на вооружение, пригодится. Не просто так я вам дарю, сами понимаете. Ну, например, сейчас такие времена, дни, чем заняться, что делать, за что браться, чтобы время не зря ушло. Поверьте мне, если вы верите в богов и надеетесь на силу, все будут ходить как-нибудь и жить проголодь, понимаете? А вы будете подниматься, добиваться всего. Поверьте мне, из ниоткуда вам будут помогать. Казалось бы, просто безысходность, но нереально. Из ниоткуда будут вам помогать. Вы только делайте и не ленитесь. Всем удачи и всех благ.